Всем здорово, народ! Сегодня продолжим с вами знакомство с ШП Престом. Прочитал все комменты ваши под прошлым роликом, поэтому сейчас будем обсуждать все обновки. Погнали смотреть видос. Значит, первое. Во время БГшки я пытался накидывать пожирающую чуму на нескольких противников, но вот видите, из-за того, что там немножечко с задержкой пропадает баф, я не успел это отследить. Короче, только на одного противника можно всепожирающую чуму накинуть. Вот такой вот момент. Обычную перчу типа слово «Тьмы боль» можно закидывать хоть сколько угодно, раз. А вот именно нашу всепожирающую чуму, да, поддерживается только на одном таргете, мы их не меняем. Еще один момент — это то, что темный облик не сбрасывается при применении слова «Силы щит» на себя. То есть щит на себя накинуть можно. Если мы хотим похилиться, да, темный облик сбрасывается. Если мы накидываем обновление на себя, темный облик сбрасывается. Если мы накидываем на себя молитву восстановления, темный облик сбрасывается. Но вот если мы хотим на себя накидывать щит, то это можно сделать когда угодно, и темный облик нам, соответственно, не обязательно диспелить. Если я жестко просел по мане, мне можно восстановить эту самую ману либо за счет исчадия тьмы, а.к.а. ублюдок, за счет тучки и за счет, соответственно, гимна надежды. Ну, про гимн надежды мы знаем, да, просто клацая мана регенится, это понятно. Сколько тучка вот регенит? Бэмс, я ее жмакаю. И увеличенный реген. Кстати, на самом деле, еще больше, походу, чем с гимна. Ну, или, по крайней мере, идентичные какие-то цифры. Довольно быстро все регенится. И давай сейчас проверим еще тогда, насколько сильно нам ублюдок регенит ману. Ну, всепожирающая чума, да, 800 маны стоит, если ее постоянно вот так вот на всех навешивать. А я думаю, почему так мана быстро заканчивается, да, пока я на БГшке играл. И пытался всех заразить всепожирающей чумой. А это у меня, считай, самый дорогой спел вообще в арсенале, да? Ну ладно, вот еще есть сушение разума, тоже дорого стоит. Хорошо, вот, допустим, я пробил себе ману, вызываю ублюдка, и, по идее, он с каждой тычки меня будет регенить, да? Да, каждая его тычка регенит. Не, ну вообще, смотри, нормально получается. То есть я могу себе регенить ману ублюдком раз в 3 минуты, раз в 5 минут могу нажимать гимн надежды, и раз в где-то там полторы минуты, и раз в минуту 25 секунд могу использовать еще тучку. Ну, тучку я и так буду использовать просто постоянно, когда нужно будет засейвиться, да, и заодно ману себе по регеню. Нормально. По итогу получается очень даже неплохо. Ну и тогда имеет смысл немножко поменять местами ротацию, то есть я вот так вот замещаю. Просто не слово «Тьмы боль» изначально использовать, а лучше тогда чуму накинуть и потом уже болью закрыться, скажем так. То есть вот первые 2 спала, потом взрываем разум, накидываем боль и начинаем высасывать. Прикольную фишку мне написали насчет глубинного ужаса. Сказали, что когда Вар крутит свой Блейдшторм, можно нажать на него вот эту вот суету, и Блейдшторм будет, отменен, типа. Как это работает? По идее, когда Вар крутится, в него же контроль не залетает, но здесь еще и дизарм идет. Либо он сразу феряется прямо в Блейдшторме, что, скорее всего, не так работает, но я не знаю, проверим. Но, во всяком случае, на него дизарм накинется, я так понимаю, и Блейдшторм будет бесполезный. В идеале сейчас на БГшке дождаться, пока какой-нибудь вар начнет крутить свой вихрь, и в него нажать глубину ужас, чисто затестить. И я еще забыл себя пробафать божественным духом. То есть, по факту, смотри, можно накидывать на себя стойкость, объятие вампира, внутренний огонь и божественный дух, и еще защиту от всего. 5 бафов, пацаны, 5. 5, мать его, бафов я могу сам на себя накидывать. Темная магия, дух, стойкость, вампир и внутренний огонь. Ну, это просто шала какая-то. Я не знаю, а нахрена так много? И почему их как-то не объединить в один тогда уж, что ли? Хз. Прикольно, конечно. Это же все еще диспелить нужно будет, если против тебя диспеллер играет. И я еще в моменте понял, что, скорее всего, вам были не видны символы. Я их, конечно, проговорил, но давайте еще раз просто на них посмотрим. Символ пытки разума, символ слияния с тьмой. Не уверен насчет третьего символа большого. Это слово силы щит, который нам усиляет. Малые символы стойкости, сковывания нежити и исчадия тьмы. Такие вот символы. Еще раз вот такой билдачок. Опять же, за билдачок и символы не ручаюсь. Не факт, что они самые OP-шные. Но вроде плюс-минус средний билд выглядит вот таким образом. Пока еще не разбирался. Но буду вникать чуть попозже. И тогда уже в гайде это все запишу, когда сам разберусь, что да как. Ну и давайте вместе с вами регнем БГшку. Как будто бы солоку рано идти, а вот БГшку можно еще одну сыграть. Прощупаем вот чуть-чуть еще. И можно будет уже суеты наводить именно в режиме 3 на 3. Так, народ, нам нашло долину узников. В целом неплохая БГшка, такие прикольные тимфайты здесь обычно на кладбоне происходят. И она такая, знаете, незатяжная, довольно динамичная. Все, чики-пики. Чья команда сильнее, у кого сетап лучше, тот и победил. Тут как-то макродвижениями, знаете, там по захвату флагов не победить. Тут нужно именно чисто толпа на толпу махаться. И так определяется победитель. Благо у нас в тиме присутствует паладиныч, который знает, как включать ауру на скорость передвижения, но там такой же вроде. Они слишком быстро бегут. Anyway, сейчас будем стоять сзади. Нам не хочется подходить вперед. Вот, главное не умереть. Ну ладно, тучка есть, поэтому как бы можно и повыебываться даже, наверное, немножко. Начнем с пробафов по противничку. Но опять же,
Я теперь понял. Опа, смотри, Блейдшторм. Да, как я и говорил. То есть ты его не пугаешь, ты чисто закидываешь в него дизарм. Все, окей, логично, понял, принял. Давай попробуем здесь рогу фернуть. Либо на тринкет забайтить, либо в целом просто его так покоцать. А вот это, кстати, нехорошо. Слиться с тенью, хилочку на себя накину. Чему и этому накинем? Оп, пробафуем. Взрыв разума. Отлично. Ублюдка вызываю на шамана вражеского. Нас, конечно, тут переезжают. И это печально. Да, походу мы с вами отсюда уже не уходим. Да, тимку нашу переехали. Но в целом, короче, смотри, что мы проверили. Понятно теперь, как работает глубинный ужас Навара. Ты его не пугаешь, то есть он как бы в контроль не попадается, но дизарм работает, и Блейдшторм тупо заканчивается. Это хорошо. Это приятно. Но у меня как бы топ-3 дэмэдж нашей тимы, а это вообще очень спорный момент, как это может быть. Я особо не успел прокастоваться, просто парочку доток накинул на противников. Ну ладно, допустим. Посмотрим, что у нас дальше получится с нашей командой сделать. Ну, как будто бы нас это просто сейчас будут переезжать. Крош, картош, ага. Не знаю. Ну, видишь, никто не идет вперед. Я на ШПшнике, что ли, должен вперед идти? Ну, это же бредик. Это же так не работает. Отойду, накину на себя хилочки всякие. И здесь попробуем разыгрывать. Ну да, смотри, у нас просто чилы стоят в АФК почему-то. Максимально непонятно, что происходит. Во время стана можно нажимать тучку, я так понимаю, это приятно. Ну, понятно, почему, думаю, в объяснении не нуждается. Да. Ну, короче, ладно, команды тупо здесь как-то нету, поэтому тут мы и проебали 100%. Вообще без шансов, нас сейчас быстро переедут. По поводу Солоки мне писали, что примерно геймплей ШПшника выглядит следующим образом. Ты опять же накидываешь там максимальное количество бафов на противника, немножечко вот его задотал, и можно даже особо не использовать пытку разума в моменте, а просто, допустим, подиспейлить с противника какие-то положительные эффекты, или с союзника подиспейлить негативные. Вот, и типа просто постоянно дотки развешиваешь дотки, накидываешь чуму, накидываешь боль, накидываешь прикосновение вампира, и все, и бегаешь, дотаешь. Когда мана закончилась, там, призвала щадя тьмы, допустим, или ради доп-дэмэджа. Ну и, понятное дело, закидываешь постоянно в контроль вражеского лекаря по возможности. Там, через немоту. И контроль над разумом. Знаете, где хорошо работает? Арена, где у вас в центре мост. Я не помню, как она называется. Когда у вас просто подъемы есть и мост в центре. Ты, допустим, понимаешь, что какой-нибудь вражеский лекарь открылся, кастуешь на него контроль над разумом, спрыгиваешь с моста и встаешь там снизу. Все, потом выходишь из контроля над разумом, и челу нужно будет потратить время, чтобы подняться на мост, побежать и так далее. Ну, логично вроде. Нашло еще одну БГшку. Око Бури. Надеюсь, здесь будет побольше у нас шансов изначально на победу. Но опять же, вы понимаете, да, что на БГшке все зависит на 90% от твоей команды. Соло выиграть практически нереально. На ШПшнике не хочу бегать один. Хочу побегать с командой, но с другой стороны там вот чувачок бежит за флагом. Давайте мы с ним поздороваемся немножко. Один-то воин, по идее, мне вообще ничего делать не должен. Вот сейчас и проверим. Опять же, фернем его, разведем на какую-нибудь кнопочку. Он нажал вот это вот. Я, соответственно, потратил на него диспел. Не знаю, насколько это правильно. Кстати, вот подскажите. Наверное, пыткой разума можно просто... отражение вара диспелить, да? Он нажимает отражение, а ты просто пытку и все. Да, наверное, это было лучше. Потому что так я, получается, сам себя что-то рассеял. Ну все, воин там откис, и получилось мне, по-моему, даже добить его. Уходит вражеский прист на меня. Так, но дотки, по-моему, не дают. Не мешают противнику как-то забирать флаги. Ага. Ты смотри, что он сделал. Он нажал бабло. Мы такое не прощаем. А знаешь, что можно сделать? Ты смотри. Получится, не, как думаешь? Ах ты, сукин сын. Ладно. Немножечко тучку прыгну. Тучку надо задиспелить, я так себе макрос еще и не поставил. А вот это, кстати, неприятно. Почему я не смог заферять приста? Потому что он нажал на себя защиту от страха, а я на себя защиту от страха не нажал. Видите, не на опыте. Ладно, немножко себя подрегеню. Опа, а вот это хил солидный. Это мне нравится, смотри. Самохил реально присутствует и такой очень даже неплохой. Найс. Все, снова прыгаю в темный облик. И будем здесь с моей командой уже добивать выживших. Главное, что тот чел флаг не забрал. И высасываем у него душу через пытку разума. Найс. Да, понятное дело, мог сыграть гораздо лучше. Во-первых, я не мог дать себя заферять, по крайней мере, в первый раз, если бы сразу нажал защиту от страха.
Ну, в целом пойдет. Ладно, чуть-чуть привыкнуть к кнопочкам, и я думаю, прям будет Гуччи вообще геймплей на самом-то деле. Ну вот смотри, в этот раз мне повезло с командой. Даже делать особо ничего не пришлось, мы их просто давим, у них осталась только одна вышка. Ну, пойдем тогда суеты наведем просто на видос. Посмотрим, насколько у меня дэмэджа. Очень много, мало. Значит, раз-два, дотка. Этому только боль, этому тоже только боль. Накидываю на него еще при этом немоту. Защиту от страха коснуть не могу. Вызову на него ублюдка, потому что у меня мана заканчивается. Так, и там рисуются челы. Все, мы туда не идем. Видим друида. Хотим с друидом поздороваться. Бам. И начинаю с него диспелить жестко. Жестко с него все диспелю. Что-то подиспелил, что-то не задиспелил, не знаю. Пытаюсь его взорвать. Взорвать на шипешнике, да, верим. Массовое рассеивание бахну. И попробую Паладиныча просто в контроль взять. Нет, мне не дают, короче, никого контролить. Я постоянно отслеживают этот момент, пытаются меня контролить в мой контроль. Прикинь, что творят пацаны. Подойдем поближе, вот так вот бахнем. О, у нас Frost Decay. Легенда на Frost Decay какая-то присутствует. Это приятно. Ну, я вроде пытаюсь друида что-то диспелить, но все равно слишком много там хила залетает как-то. А, еще по диспелю попробую. Мана заканчивается. Сейчас придется регениться. Эх, маны не хватает. Ладно, гимн надежды клацаем. Ману регеним, благо меня никто не трогает пока вообще в моменте. Тучку ради регена нажимать мана не хочется. Ублюдка я уже отдавал, по сути. На разбойника буквально одну дотку накину. Но вряд ли хороший план с моей стороны. А, еще мне кто-то писал, что какой-то спелл кастуется в плаще неразбийника. Что-то можно было кастовать. У меня нет тринкета. Не надет на мне тринкет, и это печально. Его подстанем, соответственно, накинем на него дизарм. Этого братишку. Но не Unreal. Сейчас, короче, он потратил, по идее, кик, если я ничего не путаю. И можно попробовать его контроль над разумом закинуть и быстренько попытаться... А, у него все, кидней есть. Ну да. Короче, мне кто-то писал, что можно в его плащ теней на какую-то 100% дотку закидывать. Ну или, по крайней мере, пробивает какая-то моя способность плащ теней разбийника. Всепожирающая чума. Всепожирающая чума, видимо, работает сквозь... Да, плащ теней. По крайней мере, мне так написали. Вот, не успел затестить, не успел. Не заметил отражения вара, дал сам себе всепожирающую чуму, неприятно, но при этом я могу сам себя ее задиспелить. Нет, не задиспелил, кстати. У меня две всепожирающие чумы лежит. Моя и еще вражеского шипешника. В смысле, нечего рассеивать. Она не рассеивается? А, это типа болезнь считается. Все, я понял, хорошо. Вот, отражение было. Ну все, я себя просто сразу же задиспелил чуму, вообще не проблема. Вот это приятно. Это приятно. Даже если воин в тебя попадает, соответственно, отражением, ну то есть ты его как-то в моменте не подгадал тайминг или еще что-то, просто клацнул устранение болезни, и все. Ладно, нажму на него стан. Хочу его убить здесь. Да, отлично, ДК успевает его притянуть, и мы его здесь, конечно же, уже убиваем. Найс. Но вот я так понимаю, у ШПшника особо нет бурста. То есть у меня контроль. И, по сути, именно под свой контроль мой максимальный дэмэдж и вылетает. То есть если я хочу в моменте как-то очень больно пробить чувачка, я просто должен его обвесить дотками и в это время контролить. То есть застанить, немоту накинуть, чтобы не хилился и так далее. О, полетел. Это приятно. Че, попробуем ДКшника законтролить? Он тринкет нажал. Ну, хорошо. Ну, раз тринкет нажал, можно в него эфир нажать, нажимает перерождение, да, и я прыгаю в тучку, чтобы ману себя порегенить, ну и просто от него немножечко подубежать. Отлично. Отличненько. Он хочет всю меня как-то флексить дальше со мной. На самом деле, как будто бы ошибка с его стороны. То есть попытаемся вот так вот слиться с тенью и... Ну давай, хотя бы с одним должно получиться. Ну, сука. А почему я не смог его дальше туда... А, я его скинул все-таки. Или он сам упал. Забавно. Вот это я хотел, чтобы у меня хотя бы разок получилось. Но я не понял. Слишком... По-моему, дистанции же нету предельной на этот спелл. Почему в моменте пропал контроль над разумом? Вот непонятно. Стивен. Нет, не Стивен. Нивен. Просто сразу же бабл диспелем. Блин, какая это вкусная механика, то, что ты можешь просто диспелить этим ублюдкам их баблы, глыбы. Ой-ой-ой, вот так вот хорошо. Хорошо сейчас было. Ну да. Когда ты просто пытаешься... Ну и когда ты дотаешь противника максимально всем этим дерьмом, то дэмэджа, конечно, много по итогу получить. У него, по-моему, перерождение на кулдауне должно быть. Да.
У него перерождение на кулдауне. И призову Синюка. И буду у него высасывать. Окей, он нажал зеленку, нормально. Подвыбегу. По диспелю все... Не, болезнь уже не диспелится. Все, станчик ему прописываем. Чуму накидываем. Еще одну... Нет, еще одна дотка не получится. Я могу вот так вот сделать, кстати. Оп. Хоп. Все, смерть для него. Ну, давай, братишка, умирай, откисаешь. Без вариантов для тебя. А тут еще один дикей. Вот дикей это, конечно, будет основная проблема. Это я уже знаю. Сейчас накину на себя похилок. Не успел. Хотел еще накинуть на себя молитву восстановления и тучку потом клацнуть. Но слишком больно меня что-то пробили. Поэтому вот так вот придется все-таки. Ладно, допустим. Ты не на того нарвался, Клейган. У меня есть команда. My team is better than yours. Let's go. И пытку разума под конец. Отлично. Вот когда тима есть, реально приятно. Реально приятно сразу играть. Кастанем туда массовое рассеивание, просто бафчики с них подиспелим всякие. ДК и так уже сдох, поэтому начну вот этого пацанчика дотать максимально. Попытаюсь его заберстить. Плюс мой пацанчик тоже на него накинул. Короче, просто на всех буду накидывать боль. И дальше уже какой-то конкретный один таргет упарываться пытаться. Вот сейчас, например, я Лока выбрал как один таргет для упарывания. Хотя на самом деле можно в Друидыча позакидывать больше кнопок. Так, у меня закончилась мана. Давай гимн надежды бахнем. Давай бахнем гимн надежды. Кстати, когда гимн надежды кастуешь, облик тьмы диспелится. Вот это вот надо учитывать. Тут откис, пацан. Надо пойти друида подиспелить. Диспелю друида. Диспелю. Всю ману на диспел потрачу, мне пофиг. Я хотел его прям максимально унизить. И вот этих пацанчиков. Тучку нажмем, опять же, ради маны сейчас. Нажал тучку, чтобы просто прямо во время боя... Койл залетает в тучку. Интересно. По-моему, я смотрел видос, и можно подгадать такой тайминг идеальный какой-то. Там есть микромомент, когда ты можешь задоджить койл вражины, вражеского лока, если нажмешь тучку как-то вот в момент, когда он в тебя летит, что ли. То есть ты в момент перехода из обычной своей формы в бесплодную как-то можешь поймать тайминг и задиспелить тучку. В идеале еще, конечно, нужно было поставить мод на это все. Так, если неправильно сделал. Если сделал неправильно, в том плане, что я потратился я слишком сильно. Меня сейчас за это накажут. Наказывают серьезно, конечно. Оп, с лица с тьмой, быстрое исцеление. Успел кастануть, нормально, живем. А чё, Пацевич, пацанчики, ладно, не успели меня убить, нормально. Ну смотри. Уже вроде неплохо получается, по крайней мере, лучше, чем в первый раз. Точно? Правильно, это главное, что мы прогрессируем. На этом я видос, народ, завершаю. К следующему разу, скорее всего, подготовлюсь получше. Поизучаю билдачок, посмотрю, что там можно изменить. И, наверное, порегаем солоки, чтобы просто хотя бы пощупать, вообще играбельно или пока еще не хватает знания и моторики, так сказать, использования ШПшников. Весь мой дополнительный контент лежит на Бусти. Телеграм-канал для анонсов, для дополнительной информации. Всем чао, всем удачи, всем прогрессии в ПВП. Всем пока.